Продолжаем восстанавливать шишигу. Сегодня сделаем облегченные брызговики. Начнем делать лебедку для подъема грузов. А еще расскажу, зачем мне эта коряга. Привет, друзья! Все началось с того, что я нашел легенду советского автопрома и решил ее восстановить. Тормозов не было, света не было, гидроусилитель руля не работал. Максимальная скорость была 50 км в час. И я был приятно удивлен, когда продавец залил мне полный бак бензина и дал полную 30-литровую канистру в подарок. Оказалось, что расход топлива был 100 литров на сотню, а вот в таком состоянии был двигатель. В целом состояние действительно хорошее, ржавчина местами есть, но не критично. Когда смотришь видео, кажется, что вся она ржавая, но это только кажется, это поверхностная ржавчина. Ржавые поверхности постепенно зачищаю, покрываю слоем цинка и грунтую. В первую очередь поменял все резинки на топливном насосе и проверил шланги топливной магистрали. Расход сразу сократился вдвое. 50 литров на сотню по горной местности – это уже лучше. Каким-то чудом был найден легкий алюминиевый кунг. Оборудование ГБО было снято, потому что рядом нет газовых заправок. Это уже третья серия по реставрации шишиги. Вторая часть о том, как в одного можно установить кунг без спецтехники, уже есть на канале. Первая часть о том, как без спецтехники можно снять кунг, выложена на бусте. Посмотреть ее можно по ссылке в описании совершенно бесплатно. Очень рекомендую подписаться на мой бусти канал. Там я выкладываю те видео, которых нет на ютубе. Сегодня сделаем брызговики из алюминия и транспортерной ленты. Задача максимально облегчить все, что можно облегчить. Старые брызговики были из резины толщиной почти сантиметр, но главным недостатком была ее дубовость. Теперь легкая транспортерная лента надежно зажата между двумя алюминиевыми поверхностями. Как думаете, для чего мне эта коряга? Итак, для чего нужна коряга? Очень удобный инструмент для кузовных работ. Упираем его в болты на раме и давим домкратом. И вот он результат. Делаем лебедку.
как будет использоваться лебедка, покажу в одном из следующих видео. Делаю все это впервые, поэтому приглашаю всех желающих принять участие в мозговом штурме по дальнейшему восстановлению легенды. Ребята, что вы думаете о внутренней отделке? Какие материалы лучше использовать для теплозащиты, для шумоизоляции и для внутренней отделки кабины и кунга? Отделка должна быть легкой, шумопоглощающей и в то же время устойчивой к стиранию, к перепадам температур зима-лето, с достаточным сроком службы и по возможности бюджетной. На всякий случай материалы не должны быть пищей для насекомых и грызунов. И важный момент: при повышении влажности внутри кунга и кабины влага не должна накапливаться в слоях отделки и утеплителя. Есть желание собрать моторную косу и поменять всю электропроводку полностью, вместо того, чтобы бегать вокруг машины с коробками изоленты. Общие электросхемы вроде есть в сети, а вот схему сборки моторной косы со всеми разъемами, характеристиками проводов и их размерами пока не нашел. Неужели завод до сих пор хранит его в секрете?